Добрый день, Тесса. Мне приятно быть приглашенным спикером в рамках вашей образовательной программы. Это здорово, что здесь есть необходимость в обсуждении актуальных вопросов, связанных с нашей специальностью, и я рад делиться своим опытом. Меня зовут Владимир Пулектов, я архитектор и арт-директор архитектурного бюро Insight АДБ Россия. Сегодня я хотел бы поделиться нашим опытом в использовании нейросетей в связке с параметрическим моделированием. И знаете, каждый раз, когда кто-то говорит про параметрическое моделирование, где-то в мире один из студентов архитектуры автоматически получает бессонную ночь. Надеюсь, сегодня мне удастся снабдить вас той информацией, чтобы вы получили какие-то новые идеи и ушли в хорошем настроении. Буквально пару слов о нашем бюро. Мы находимся в Воронеже, Россия, и с 2011 года работаем над тем, чтобы делать жизнь людей вокруг нас лучше. У нас небольшой, но очень эффективный коллектив, и в настоящее время небольшие команды, особенно с использованием современных технологий, способны на гораздо больше, чем когда-либо. И мы уже давно используем параметрическое моделирование, я думаю, с 2015 года, и накопили какой-никакой опыт в этой области. Вообще мы работаем с разными типологиями проектов, от проектирования телефонных будок до создания градостроительных концепций. И такой широкий спектр задач позволяет нам постоянно развиваться и более широко смотреть на поставленные задачи и гибко их решать. В 2015 году в рамках празднования Дня города мы вместе с проектным институтом Гипрокоммун Дуртранс создали уникальный павильон, целью которого была продемонстрировать, как передовые методы проектирования могут быть доступны и понятны каждому. Среди объектов павильона, конечно же, выделялся параметрический стол, созданный методом течения, и он стал наглядным примером того, как можно преобразовывать сложные концепции в функциональные формы. Также мы использовали надписи из ромбов, которыми фрезеровали на одной из граней павильона, создавая тем самым визуально привлекательную текстуру и игру света в вечернее время. Мы также предложили горожанам конструктор из модульных деталей, который можно было собирать бесконечное множество конфигураций, ограниченных лишь вашей фантазией. И этот конструктор как бы символизировал нодовую структуру Grasshopper, где из отдельных элементов рождались уникальные решения. И как вы думаете, кто лучше всего продемонстрировал потенциал? Ну, конечно же, дети. Их воображение и игра превратили наш павильон в настоящую экспериментальную лабораторию, где каждый мог почувствовать себя архитектором. Еще один интересный проект, которым мы гордимся, это кулинарная студия, где мы активно использовали параметрическое проектирование. Одним из ключевых элементов стала необычная барная стойка, которая буквально скручивалась в 3 координатах, создавая уникальную форму и фактуру. Для ее реализации мы разработали относительно несложный скрипт для формообразования, а вот машинный код для манипулятора, который добавлял дополнительный тонкий проход канала по поверхности, был довольно сложным, и там нам помогали операторы этого чудо-техники. Кроме того, мы использовали параметрическое моделирование для создания паттернов на панелях из картен-стали, которые украсили стены. Этот подход позволил нам создать не только визуально интересное пространство, но и подчеркнуть уникальный авторский подход клиента в создании заведения. Для входной группы этой кулинарной студии мы также выбрали необычный подход. Вдохновляясь альбомом Aphex Twin 2015 года Computer Controlled Acoustic Instruments, этот альбом стал для нас отправной точкой. Мы решили интерпретировать музыку с этого альбома в набор паттернов, которые были запечатлены на входной группе. Особенность этой идеи раскрывалась особенно хорошо по вечерам, когда благодаря специальной линзованной оптике паттерн оживал при перемещении вокруг входа. Листовая игра создавала эффект, как будто музыка визуально проявлялась на фасаде, подчеркивая авторский подход и характер заведения. Кто-то, Шеллинг, Гёте или Ле Корбюзье, конечно, говорил, что архитектура — это застывшая музыка. Но мы решили, что это можно сначала зафиксировать, а потом немного оживить. Это намного веселее. И подходя непосредственно к теме интеграции искусственного интеллекта в параметрическое моделирование, я хочу обратить внимание на мое участие в конкурсном проекте студии Tres Catorce в Quintana Roo, Тулум, который стартовал в начале 2013 года. Нам предстояло разработать структуру гейм-мастер-плана для закрытого поселка премиум-класса. Чтобы минимизировать антропогенное воздействие, насколько это вообще возможно в джунглях, я использовал данные спутников в специализированном приложении для аграрного сектора. И благодаря анализу нормализованных разностных индексов вегетации и влажности смог выявить потенциально проблемные участки. То есть это были зоны уже с недостатком влажности или запущенным растительным покровом,
то есть фрагменты джунглей, которые находились в угнетенном состоянии. Я использовал эти участки для создания дорожно-уличной сети. Изначально я делал это вручную, но позже искусственный интеллект помог мне написать скрипт Grasshopper, который проанализировал эти участки, определил их центры и соединил их с помощью линий, тем самым формируя структуру будущей дорожно-уличной сети. С помощью Grasshopper и ChatGPT я также провел анализ степени озеленения улиц в зависимости от плотности застройки. Застройка в этом ценовом диапазоне и сама локация предполагали минимальное возможное воздействие на окружающую среду. Мой скрипт, написанный с использованием Grasshopper, позволял анализировать процент озеленения улиц на изображениях их сечений. Он подсчитывал количество зеленых зон и белых пятен, наглядно демонстрируя инвесторам, почему застройка должна быть разряженной. Это помогло лучше аргументировать наше проектное предложение, которое, к слову, среди прочих, было принято клиентом. Один из самых свежих кейсов – это конкурс на создание павильона в рамках большого архитектурного фестиваля Микстрополи в Мехико. В этом проекте мы использовали алгоритмы для анализа высот пирамид, которые позволяли максимально эффективно использовать солнечную энергию в конкретной локации. В процессе работы нам снова помог ChatGPT, который сопровождал нас в создании кода, необходимого для решения этой задачи. И стоит отметить, что мы вошли в шестерку Honorable Mention Finalists среди 254 команд со всего мира. Это показывает высокий уровень проектного предложения, сделанного нами. И вот мы подошли к основному кейсу. Резонно спросить, как я оказался в Мексике. Но если коротко, то прилетел на проект по одному предложению, а в результате повезло работать за другой, очень интересной компанией Studio 314. Об одном из таких проектов как раз хочу рассказать. Вам, конечно, эта информация известна, но для меня она была новой, а также, возможно, будет для кого-то полезной. Гвадалахара — это столица штата Халиско с населением более 1,5 миллиона человек, а вместе с агломерацией более 5 миллионов. Гвадалахара — это третий по экономической значимости город в Мексике, после Мехико и Монтеррея. Его часто называют Мексиканской Кремниевой долиной. Здесь работают компании с мировыми именами, что делает его одним из ключевых центров экономического развития в стране. Гвадалахара представился мне городом контрастов. Здесь все очень разное. Эти различия буквально ощущаются по району. Пересекая улицу, можно не заметить, как переходишь границу, но сразу понимаешь это по резкой смене урбанистического пейзажа. С одной стороны, новейший деловой квартал с модерновой застройкой и мировыми брендами, а через улицу буквально одноэтажные гетто, где люди живут в крайне бедных условиях. Город наполнен историей и культурой. Историческая застройка и кипящая культурная жизнь делают его уникальным. Гвадалахара буквально дышит галереями, музеями, фестивалями и художественными мастерскими, что для глаза архитектора, конечно, настоящий праздник. Здание казино, с фасадом которого нам предстояло работать, располагалось в новом районе Гвадалахары. Здесь были два основных интересанта. Это операторы сети казино и собственники участка. Первые, конечно, стремились создать современный, уникальный и запоминающийся фасад, который привлекал бы внимание и выделялся на фоне других зданий. С другой стороны, собственникам участка было бы важно привести некий локальный контекст, отразить дух места и использовать образ, перекликающийся с особенностями города. К слову, проведенный Studio 314 анализ показал, что 90% всех казино на территории Мексики требуют переосмысления. И это стало вызовом для создания чего-то по-настоящему нового и уникального. Как вы видите на этом слайде, обе стороны уже договорились. Кстати, для создания этих слайдов я использовал Midjourney. Итак, в основу концепции Studio 314 легло явление, характерное для Гвадалахары, а именно Петрикор. Как по мне, это очень умно, и студия провела отличную работу. Кто вообще слышал, что это такое? Петрикор — это термин, который впервые ввели австралийские ученые для обозначения запаха, возникающего после дождя. А в 2015 году ученые из MIT с помощью высокоскоростных камер показали, как этот запах попадает в воздух. Они снимали, как капли дождя попадают на различные поверхности, варьируя интенсивность и высоту падения. Оказалось, что при попадании на пористую поверхность внутри капли образуются маленькие пузырьки, которые, увеличиваясь в размерах, и поднимаются вверх. Достигнув поверхности, они распадаются, выпуская в воздух коррозионные частицы, которые переносят аромат почвы. Это явление особенно характерно для сезона дождей, который начинается после засушливого периода и обычно продолжается с июня по сентябрь. Именно тогда в Гвадалахаре можно ощутить этот уникальный и неповторимый запах. И вот здесь начинается самое интересное – как перенести это явление на фасад. Эта задача была поручена мне.
Первое, что приходит на ум, это показать падающую каплю, расходящиеся круги на воде. Но это, конечно, самые прямые и очевидные ассоциации. Но если углубиться в суть самого процесса, то это частицы, это аэрозоль, это движение. Первое, что я попробовал, это использовать уравнение Navier-Stokes. Это простейшее уравнение гидродинамики с помощью ChatGPT и встроенного в Grasshopper Python. Я попробовал это сделать. В тот момент я работал в 6-й версии Grasshopper, где Python был представлен в виде IronPython, что накладывало определенные ограничения и усложняло работу с дополнительными библиотеками. Тем не менее, с помощью уравнения мне удалось моделировать отскок частиц и их дальнейшее хаотичное движение. И на основе этих векторов и путей движения была сформирована визуальная структура, которая стала базой для дальнейшей постобработки. С помощью Stable Diffusion и ControlNet я переработал эти пути движения частиц и создал из них карты глубины. Это позволило мне быстро и эффективно оценить, как этот объем будет работать на фасаде в реальных условиях. На данном этапе проекта конечный подрядчик еще не был определен, поэтому приходилось оперировать допустимыми высотами и габаритами панели, исходя из моего собственного опыта. Предполагалось использовать технологию, которая называется рипухада, или теснение. В нашем случае это ASF, то есть Incremental Sheet Forming, постепенное выдавливание листа алюминия с помощью манипулятора. К этому моменту я уже успел немного изучить Unreal Engine, и мы использовали его для поиска необходимой высоты панелей с помощью светотеневого анализа, конкретной локации и конкретное время года. Визуализация происходила очень быстро, благодаря просчету на GPU, что позволяло получить анимацию, дающую полное представление о том, достаточно ли глубина панели и ее выдавливания, а также как подобное пластичное решение фасада будет работать в реальных условиях. В это время появилась компания, готовая материализовать наши идеи. Однако при выгрузке модели и предварительного расчета оказалось, что каждая панель получается уникальной и общий бюджет не располагает необходимым размером. ASF предполагает довольно большой расход машинных часов, поэтому пришло время подумать о другом решении. К слову, у меня уже назревало несколько идей, одна из которых пришла ко мне во время прогулки. Я очень люблю хайкинг, а в Гвадалахаре есть шикарный каньон для этого – Барранка де Уэндитан. Во время одной из таких прогулок я обратил внимание на водяные потоки, которые живописно стекали по склонам каньона, и понял, что это то, что нужно. Добыв топографическую съемку и выбрав наиболее характерный живописный участок этого каньона, я создал его трехмерную модель, которая стала базой для генерации потоков дождевой воды. Ведь такому явлению, как петрикор, предшествует именно дождь. А учитывая сложную форму каньона, все это водяное движение представляет собой нечто пластичное и прекрасное. Был имитирован дождь и поведение потоков воды по поверхности. Теперь у меня было полотно, сотканное из линий движения ручьев, и параллельно мы обсуждали с подрядчиком возможные техники изготовления. Я предложил использовать технологию фолдинга или оригами. Иными словами, я понимал, каким образом мы будем панализировать фасад, и узнал ориентировочный размер модуля. Панель размером 600 на 600 мм с глубиной в диапазоне от 50 до 150 мм. Оставалось только задать необходимую плотность путей и их длину, чтобы добиться нужной пластики и визуального эффекта. Следующим этапом я спроецировал пути движения на ортогональную плоскость фасада и разбил ее на будущие панели. Следующий этап, наверное, был наиболее технически сложным, так как предстояло укоротить пути движения в наших предельных размерах. При этом шла корреляция скорости движения потока с его длиной, и было необходимо разместить ближайшие из них в центре будущих панелей. Результатом стали отрезки путей разной длины, равные количеству панелей, к слову, их получилось более 500 штук, сохранившие динамику и которые в будущем должны были бы стать основой для вершин усеченных пирамид. Здесь также очень помог ChatGPT. Заключительным этапом стала зашивка плоскостей. Пирамиды были сделаны таким образом, что чем длиннее был отрезок, формировавший вершину, тем выше была сама панель. И опять же в пределах заданного диапазона, который позволял им исполнить подрядчик. Это позволяло организовать пластичную интересную плоскость фасада, которая теперь была связана с рельефом каньона. На протяжении всего процесса параметрического проектирования моим незаменимым помощником был ChatGPT, который позволял устранять шероховатости в коде. Можно подумать, что это волшебный инструмент, но он часто ошибается. Мне приходилось формировать специальные инструкции для него. Напомню, это была середина 23 года, и тогда мы использовали 4-ю модель, которая была склонна к большему количеству неточностей, но требовала нескольких итераций и подходов. Но я вижу скорость обучения подобных нейронных сетей, и этот процесс не может не радовать. Тем не менее,
результатом стал рабочий скрипт, который позволяет повторить эту концепцию на других фасадах, изменяя или дополняя ее в зависимости от поставленной задачи. И стоит отметить, что параметрическое проектирование немножко идет вразрез с традиционным творческим мышлением. Здесь требуется системное мышление, которое иногда тяжело дается творческим людям. Именно в таких ситуациях искусственный интеллект, обладающий постоянно обновляемыми энциклопедическими знаниями и инструкциями, проявляет себя особенно хорошо. На этом слайде вы можете увидеть финальный результат, где отчетливо видны хаотичные векторы движения частиц. И стоит отметить, что над проектом также работал художник Рахелио Мансо. В нижней правой части фасада был добавлен барельеф Тьерри Мухада в его авторском исполнении. Кроме того, он предложил оставить частицы в виде окружностей. Я использовал положение частиц из своего первого предложения, которое делал ранее. Предполагалось реализовать их именно в технике ASF, в то время как остальные панели будут фрезерованы на станке и согнуты вручную. Я считаю, что коллаборация — это всегда интересный и захватывающий процесс. Он однозначно развивает и обогащает всех участников. А также наглядно видно, как классические техники могут существовать вместе с современными технологиями и подходами в проектировании. Сейчас я хочу показать вам подготовленное мной видео для клиентов, чтобы немного погрузить их в контекст будущей концепции перед основной презентацией. Я надеюсь, что мое выступление позволит вам задать себе правильные вопросы, а также вы будете более широко смотреть на подходы в архитектурном проектировании. Мы живем в удивительное время возможностей. От себя хочу отметить, что опыт работы с Studio 314 оставил массу приятных впечатлений и показывает, что они очень открыты к сотрудничеству и стараются применять самые передовые технологии. Ко всему прочему, у них отличная программа для стажеров.